Я бы в любом случае на вас бы повесил электронный браслет от полиции, чтобы контролировать вас, где вы, что вы, как вы. Потому что вас выпускают из того места, где вы сейчас содержитесь, ваши действия. Это один из способов избавляться от своих людей. Ну, вы когда пишете комментарии, то ну, хотя бы чуть-чуть проявите какую-то там логику. Когда попадались ваши коллеги в плен, их убивали. Саш, один из немногих вызвавших уважения. Умный, хороший парень. Хотелось бы, чтобы у него все сложилось хорошо. Дима, Володя, спасибо за такое интересное интервью. Здоровья вам и терпения. Покинуть войсковую часть, которая находится в Белгородской области. Пешком добираюсь до границы России-Украина. Тогда у вас три пути. Первый – поехать воевать 200-й. Второй – тюрьма в России. Третий – сдаться в плен. Программа «Хочу жить». Я объясняю для всех, зачем мы задаем этот вопрос, потому что рашисты бесконечно страйкуют наш канал, придираются к словам, поэтому... Еще мама спрашивает, может тебе какая-то помощь нужна, там лекарства, одежда, еще что-то такое? Ну, в принципе, только одежда и все. Все карты выложить, но в его случае есть мутность определенная. Но не наговариваю ни в коем случае то, что что-то он где-то он возможно понимает и свою свою ситуацию, и со мной не может быть откровенно. Может быть, он где-то там с кем-то что-то говорит, потому что он так же, как и я, и полиграф проходил, так же, как и я, со следствием сотрудничает. Сюда. Я вообще это жую. Тоже. Что ты думаешь будет глобально дальше? С тобой? Со мной? Ну, все в моих руках. В формате того, в формате того, что я сказал. Ну, все в моих руках. То есть, я думал насчет того, что, скажем так, пойти служить в армию. Опять же, вот в такое непростое время. Пойти служить в армию? Ну, вот именно как в один из добровольческих батальонов. То есть, в силу того, что оружие-то держать я способен. Ты думаешь, тебе доверят оружие? Ну, и вот об этом я, кстати, тоже задумывался, что, ко мне... А что полиграф, кстати, был? Полиграф, да, был. Полицейский. Потом еще... На тему убивал, не убивал? На тему, не сотрудничаю ли я с кем-либо. То есть с ФСБ. И что, с кем сотрудничаешь? Как мне сказал мой прокурор, который моим делом занимается, я прошел полиграф. Личный прокурор есть? Ну, я уже неоднократно с этим мужчиной встречаюсь, я как понял прокурор, но он, скорее всего, моим делом как раз и занимается. Но адвоката у меня как такового нет. Так, ладно, конечно. Я не понимаю, влажно или не влажно. Есть, светло есть. Это рядится, эта штучка включена. Сейчас. Оп, я сразу ноутбук достал. Леденец хаваешь. Я не знаю, но я думаю, что, наверное, да. Ну, я не лучше. Не, я про то, что я не вижу, как там попадаю я или не попадаю. А иди посмотри. Потому что ты-то... Да, прям полностью. Это не считается, что я использовал труд, как в прошлый раз? В прошлый раз это уже обсуждали. Добрый день. Добрый. Как бы народ захотел продолжения. Народ, в смысле подписчики. Не то, чтобы народ захотел продолжения. Я был в координационном штабе, где мне сказали, что сейчас по категории военнопленных, вот таких как вы, которые сдаются по программе «Хочу жить», добровольно бросают оружие и сдаются в плен, будут приниматься отдельные решения. Там каждый кейс будет рассматриваться в частном порядке, безусловно.
Насколько я понимаю по вам, ну, я так понимаю из того, что мне сказали, будет вынесено решение освободить вас. Потому что полиграф вы прошли, я это знаю еще до того, как вы сами сказали, мне сказали. Что вы думаете? Ну, безусловно, рад, то, что уже вскоре смогу как бы освободиться. Ну, рад то, что все-таки моим делом действительно занимаются, потому что, ну, скажем так, я неоднократно думал о том, что, скажем так, вот, ну вот в связи с той обстановкой, которая сейчас происходит, ну, могу просто затеряться вот среди большого числа вот военнопленных и как бы... Нет, вы не можете затеряться, потому что вы шли по программе «Хочу жить». Вы в отдельных списках находитесь. Программа там несколько вариантов, по сути, предусматривает. Человек, который сложил оружие, может дождаться окончания войны и потом принять решение, что делать. А может все равно быть обменен. Это выбор человека. У нас демократическая страна, и как бы соблюдаются права человека и его желания. Вы читали конвенцию? Ну, конвенцию, просто мне объяснили, вот кратко объяснили, ну, какие у меня будут возможности. То есть это, ну, быть обмениваемым, как вы сказали, Да. либо не быть. Все это можно будет обсудить, опять же, как, ну, было указано с командованием, но с командованием связаться у меня не получилось. Уже это в прошлый раз обговаривалось. То есть, и вот сейчас как бы вот до меня доходят эти новости. Что вы лично хотите? Жить. Вот, ну, Хочу жить. во всех смыслах. То есть жить как бы, ну, начать, возможно, снова, ну, вот с чистого листа. То есть уже как бы я понимаю, что дороги назад у меня уже как таковой нету. Почему нет? Я думаю, скажем так, наша власть, ну, наши спецслужбы мною сейчас как раз-таки очень сильно заинтересуются. И, Ну, они уже интересуются. да, и как бы я понимаю, что дороги назад у меня уже больше нет. Как вы думаете, ваша мать отнеслась? То есть она, я думаю, 100%, и мать, и отец увидели ролик. Мать, поскольку ей говорил о своих, если она, конечно, не забыла этот разговор, а этот разговор, ну, с некоторой периодичностью повторялся. Ну, думаю, она была бы рада за меня. Отец, его реакция для меня непредсказуема. Ну, с учетом того, что он, назовем все своими именами, у него промыты мозги, я думаю, что он негативно к этому всему. Да, ну, я здесь, я жив, здоров. То есть это уже должно что-то значить. Я думаю, ну, хотя бы для него это хоть как будет мотиватором для того, чтобы подумать, пересмотреть свои мнения. Вы предатель? Ну, в некотором смысле я... Давайте поговорим на эту тему. Мы тогда это не обсуждали. Я напомню, мы забыли еще пару... Представьтесь, пожалуйста, потому что есть люди, которые будут смотреть этот ролик без первого. Тут будет ссылка на первый ролик. Представьтесь, пожалуйста. Да, я Васильев Максим Станиславович, родился 10 апреля 2000 года. Ну, если вкратце рассказывать... Звание, должность. Рядовой стрелок-помощник гранатометчика. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию этого видео? Да. Я объясняю для всех, зачем мы задаем этот вопрос, потому что рашисты бесконечно страйкуют наш канал, придираются к словам, поэтому для менеджеров YouTube, которые тоже по непонятным причинам на стороне агрессора находятся, мы даем ссылки на разрешение, и тогда иногда возникают, ну, снимаются вопросы. В двух словах свою историю. Вот буквально очень кратко, за 1 минуту. За 1 минуту без проблем. Примерно, ну, сначала, скажем так, уже войны, как было мною принято решение, в принципе, что эту войну поддерживать я не буду, участвовать в ней тоже. Примерно в апреле родился план, то есть бежать, потому что я понимал, что рано или поздно, скажем так, эта война перерастет, что, ну, наша власть, она не отступит. Ну и в сентябре 2022 года я решаю покинуть войсковую часть, которая находится в Белгородской области. Пешком добираюсь до границы России-Украина. Ну и
оставляя заявку в программе «Хочу жить», сдаюсь добровольно в плен. Да. Надоумила вас кто? Надоумила меня подруга, очень близкий мне человек. Зовут ее Аня. Да, это гражданка Украины. Они несколько лет переписывались, были знакомы по интернету. Максим общается с очень там... У него есть друзья в Украине, тоже знакомы по интернету. Сейчас Максим в плену, с ним проводились различные процессуальные действия, в том числе полиграф, чтобы нужно было, как там в комментариях пишут сотни человек, что он агент там ФСБ, ГРУ, короче, АНБ, Ми-5, Ми-8, там китайского, всех. Вы агент? Нет. Почему? Я, понимаете, да, как... Почему вы не Я агент? даже себя военным человеком не вижу. По одной простой причине. У меня нету вот прям такой жесткой идейности того, что вот нету такой жесткой выдержки. Я думаю, даже если бы мне дали возможность, там, скажем, пройти какие-то определенную подготовку, я бы даже, наверное, в разведку не был бы годен. Смотрите, люди, которые пишут комментарии, что он засланный казачок, что он агент, расскажите мне смысл этой спецоперации отправить агентов в плен, в тюрьму. Это один из способов избавляться от своих людей. Вы когда пишете комментарии, то хотя бы чуть-чуть проявите какую-то там логику. Смысл отправить человека, подготовленного агента, неизвестно, дойдет он, не дойдет, убьют его, не убьют, чтобы он сдался в плен, чтобы он сидел потом в тюрьме, на лагере, чтобы что? Что этот агент может сделать? Что вы узнали, находясь в плену? Секретного, важного? Только пообщался со множеством людей различных. Вы узнали, сколько раз вас пытают? Спойлер, ни разу меня еще не пытали. Это недоработка. Надеюсь, к такому мы еще мы не прибегнем, но... Вас кормят? Конечно. Или вас... 3 раза в день. Или вас сюда прислали проинспектировать, как содержится. То есть люди... давайте... Утилизировать запасы еды. Да. Или это схема, короче, мы отправим вам 100 000 человек под видом сдачи в плен, чтобы у нас не хватило продовольствия. Я вынужден, потому что я читаю комментарии. То есть такие... Вы почитайте комментарии. Это тоже просили. У нас есть спонсоры. Мы оплачиваем взятие в плен. У нас есть программа, называется «Пополнение обменного фонда» от Дмитрия и Владимира. Мы уже, я думаю, нельзя так сказать, купили, потому что будет сразу там торговля людьми. Мы выплачиваем денежное вознаграждение нашим защитникам за то, что они не убивают военнопленных, а передают дальше в СБУ, в прокуратуры, в ВСП. Для чего мы это делаем, как вы думаете? Конечно, хотелось бы верить в то, что в первую очередь это такое проявление гуманизма. Нет. Дело в том, что ваши сограждане, которые воюют, назовем их так, оккупанты, иногда на камеры снимают зверства и пытки, как кастрируют наших военных защитников, и выкладывают это в паблики. Для чего они это делают? Я не буду вам включать эти видео, потому что... Я видел одно из таких видео. Вам показывали, да? Да, военнослужащие мне показывали. Я не могу как-то ответить на этот вопрос, потому что, у меня, в принципе, такая жестокость, она, как это сказать, не знакома она мне. То есть я не сталкивался с этим, я о таком даже, помыслять не хотел. Мы пришли к мнению, что это один из способов озлобить наших защитников, чтобы, когда попадались ваши коллеги в плен, их убивали. Зачем? Для того, чтобы было меньше пленных, вот так вот. Чтобы их меньше в принципе было. То есть вызвать агрессию,
чтобы наши убивали. Ну, да, как это говорится, насилие порождает еще больше. Совершенно верно. Насилие порождает. Вот, поэтому мы придумали вот эту программу. Она реально активно работает. Много денег было потрачено. Ну, спонсоры нам скидывают, спасибо. Защитники записывают видео, на котором говорят фразу о том, что данный военнопленный взят по программе пополнения обменного фонда, и военнопленный представляется. Мы же, в свою очередь, мотивируем наших не убивать, чтобы потом пополнялся обменный фонд, чтобы потом забирать наших. То есть это вот такая... Все равно деньги остаются в стране. Я понимаю. Давайте предположим такую ситуацию, что вас вот, ну, через месяц освобождают. Что бы я делал? Ну вот представляем, что вас освобождают. Ну, в первую очередь, я думаю, ну, одним из самых главных вопросов для меня будет это, ну, как бы, ну, легитимность моего нахождения на территории. Как бы, Украины. Безусловно, вам выдадут какие-то документы, какая-то справка, что вы... Ну, я думаю, что будут документы в любом случае. Ну, в первую очередь, это как бы кровь, жилье, соответственно, потом уже... То есть работа какая-то, ну, работа, благо, опять же, на общество, но я думаю, может быть, как бы и связано, если мне, конечно, доверят, и, скажем так, с военной тематикой может быть связано. Также она может быть связана с тем, вот, ну, на что я учился, что я люблю, это IT-сфера. Ну, то есть каким-то образом получать, ну, скажем так, получать деньги, соответственно, приносить еще и пользу обществу. То есть не просто вот как вы, существовать. Ну, я думаю, этот вопрос будет интересовать всех, и мне самому интересно. Вот представляем этот день, я надеюсь, он произойдет, я реально надеюсь, что вас освободят, вас выпускают из того места, где вы сейчас содержитесь, ваши действия. Мы вас встретим, безусловно. Там, ну, вы вот в любом случае будете в гражданке. Кстати, я связывался с Аней, разговаривал с мамой Ани. Она предложила, ну, то есть, вот граждане РФ, вы просто подумайте. Мать Ани предложила, давайте я куплю ему там лекарства, одежду какую-то, чтобы там не было холодно. Это, ну, вам этого никогда не понять, как это работает. Вышли вы. Свобода. Ну, свобода, ну, сразу как... Первым делом это, конечно, какой-то достаток нужен. Это работа, соответственно. Даже, ну, и низкоквалифицированный труд, я считаю, тоже труд, который, ну, необходим, который кто-то должен делать, и за который также можно получать деньги. То есть, в первую очередь, это, вот, как я сказал, это, ну, какой-то нужен достаток, что-то с чего-то начать. Это... Чего-то, ну да, то есть мы, в принципе, сейчас можем долго по кругу ходить. Если этот день произойдет, мы с Вовой, с моим коллегой, другом, поможем вам там снять квартиру, намутим какой-нибудь там ноутбук, потому что я думаю, что работать разнорабочим или там грузчиком это чуть-чуть не та тема. Я думаю, что вы сможете найти там на удаленке себе возможность зарабатывать там деньги на проживание, оплату какой-нибудь там комнаты, квартиры, а остальные деньги донатить на ЗСУ. Там у нас будет договор такой с вами. Мы вам поможем на старте, а вы потом будете помогать Украине. Да, я понимаю. Ну, это такой чисто пацанячий будет. Нет, ну, как бы, вы мне, я вам. То есть, это я, в принципе, ну, естественное отношение, так сказать. А вы заслуживаете этого? Я надеюсь, что да. Я всей душой верю, что... Ну, и как бы со своей стороны, ну, какие-то гарантии все-таки могу дать. То, что я, ну, не такой человек, чтобы просто, знаете, получить шанс такой и как бы просто, ну, его просрать, грубо говоря. Ну, я бы лично, если был бы тот, кто принимает решение, ну, не знаю, это будет путь или там беженство, или политическое убежище. Есть, я думаю, разные механизмы. Вот сейчас координационный штаб занимается юридически этими вопросами.
Я бы в любом случае на вас бы повесил электронный браслет от полиции, чтобы контролировать вас, где вы, что вы, как. Потому что по-любому бы нарисовал бы какой-то периметр, в котором вы должны находиться, там плюс-минус. Не знаю зачем, но я думаю, что на первое время это, наверное, нужно сделать. Хотя, опять же, основание повесить браслет — это решение суда. Ну, то есть там нет вот этих всех механизмов, потому что Рашка, как всегда, напала, никому ничего не сказала. Ну, это нормально. Страна, с которой подписан договор про дружбу и все дела, был Будапештский меморандум. Но это ж страна, одно название. Люди просили почитать комментарии. Чтобы не влазить в большие дебри. То есть у нас, по сути, разговор состоялся тогда. Сейчас он такой. Просто зафиксировать определенные моменты. Комментарии под роликом мы почитаем, упорядочить по самые популярные. Ну, читайте, просто вслух читайте. Ну вот самый первый комментарий от Ольги. Спасибо тебе, парень, за то, что не стал убийцей, не запачкался кровью украинцев. Уважение твоим родителям. Ну, уважение больше, как это, вот, ну, сделала небольшую рекурсию в прошлое свое. То есть моим воспитанием по большей части вот занималась как раз бабушка. А бабушка у меня, ну, по ее рассказам, объездила большую часть России, была и за границей где-то, ну, ближней за границей. То есть, вот, в принципе, воспитание. Что она вам рассказывала про Украину? Про Украину конкретно каких-то не было, но я точно помню, что какие-то выражения, например, на украинском, то есть квиток, вот это все она использовала, то есть вот в своем повседневном лексиконе. То есть Прикольно. я все конкретно, ну, не вспомню, и не было возможности поговорить, потому что к сожалению, до событий 2014 года она не дожила. Угу. Следующий. Моня, не по годам мудрый, честный, смелый, порядочный парень. Дай бог тебе счастья в новой жизни. Спасибо большое за такую, ну действительно, за такие добрые слова. Смотрите, это комментарии под первым роликом, посортированные по популярности, чтобы потом там вот эти рашисты, которые говорят, что это актер вооруженных сил Украины, а YouTube это наша площадка, это все придумано. Заходим, читаем. Просто, знаете, столько как бы... Не, вы читайте, это просили люди, спонсоры. Саша, один из немногих вызвавших уважения, умный, хороший парень. Хотелось бы, чтобы у него все сложилось хорошо. Дима, Володя, спасибо за такое интересное интервью. Здоровья вам и терпения. Мне действительно как бы даже немножко... Давайте еще 3 и будем заканчивать, потому что тяжело, кому сейчас легко. Эльвира, какой шикарный эфир, просто бомба. Парень замечательный, вот что значит здравомыслящий и думающий человек. Одну главную мечту он уже осуществил, сделал серьезный шаг, попал в Украину. Теперь вся жизнь впереди. Удачи тебе, Максим. И как жаль, что мало в России здравомыслящих людей. Да, к сожалению, с последним я вынужден согласиться. Давайте еще 2. Как же он рисковал, только было бы у него все хорошо, удачи ему. Какое несчастье, что такой хороший сын объясняет родителям реальную жизнь в России. Они ему не верят, беда, пусть Максиму повезет. По сути, там очень много комментариев в таком жанре и в таком русле. Безусловно, есть комментарий, который говорил о том, что он агент ФСБ. Естественно, есть комментарий, что вы предатель. Это тоже... Да, с этим я вынужден согласиться. Есть. Я не почему предатель? Понимаете, вот конкретно против народа, против Родины у меня никаких нету мыслей. Но вот конкретно против, скажем, власти имущих. То есть у нас, к сожалению, вся страна, все богатства, все влияние находится буквально у 1% населения нашей страны. Я хочу добавить от себя, этот человек не предатель. Он, наверное, один из тех, и, наверное, единственный из всех интервью, которые мы брали, у которого есть критическое мышление, который
не стал и не захотел участвовать в выполнении, не стал выполнять преступный приказ. Преступный приказ – это министерство нападения напало на чужую страну. На другое независимое государство проводит бомбежки, обстрелы мирных городов. Это преступное действие, и данный человек не предатель, он просто не захотел участвовать в чьих-то фантазиях захвата, и поэтому с предательством это такое. У нас есть еще интервью с человеком, который тоже по программе «Хочу жить» пошел, оформил заявку, ему там тоже говорят предатель, предатель, а он говорит, а какой предатель? Меня кинули в окопе, командиры убежали, все убежали, я просидел 5 часов под обстрелом. У меня было два варианта, либо меня убьют, либо я сдамся в плен. Ну, он предатель? Нет, он тот, кого бросили ваши командиры, которые неподготовленного отправили на войну. Поэтому с предательством я бы очень сильно поспорил. Что еще? Аня просила вас набрать. Звонок будет происходить под запись. Я посмотрю контекст разговора. Если там будет что-то личное, звонок будет удален, потому что я так решил. Нормальное объяснение. Да. Ну, просто обычно у нас все звонят и записываются и видео, и аудио. Видео я писать не буду. Ну, точнее, вы поговорите по видео. По видео? Да. Звонок я записывать не буду. Но если там будет какой-то разговор, который не нужно афишировать, то я просто вырежу на правах, потому что... Ну и канал ваш. Да, на правах, потому что я так решил. Что хочу, то и делаю. Потому что здесь нестандартная ситуация, она мне импонирует. Вот, все, что я туплю. Ну, надеемся, что тут интернета хватит. Алло? Привет. Видео не записывается, если хотите, можете включить камеру. Не очень хочу. Все, значит не хотите. Вот он, Максим. Да. Вижу. Вот. Ты как? Ну, сейчас еще лучше стало. Какие планы? Начать новую жизнь в любом случае, то есть уже с новыми силами, с новыми возможностями. Не, я имею в виду, программа все-таки есть какая-то там, жилье? Ну, это еще обсуждается, этот вопрос будет решаться. Ну, как говорят, да, будет возможность и жильем, как-то будет возможность и с работой. То есть так или иначе меня поддержат. Мама говорила, что есть какая-то еще программа и за рубежом подобная. Ну, она в интернете искала. Пока про это, я думаю, еще пока рано говорить, то есть... Вы скажите, потому что я им не говорил. Вы скажите, что я вам сказал. По поводу именно... Да, про то, что решается вопрос с освобождением. Вот, то есть, Потому что вы под «Хочу жить» добровольно сдались в плен, поэтому вас держать после полиграфа всех просто нету смысла. Вот, то есть меня в ближайшие недели как раз могут освободить. Я не знаю, вы не говорите недели, то есть оно сейчас решается. Это может быть месяц, потому что готовится документ, законодательный. То есть рано или поздно, вот я уже буду на свободе. То есть, у меня будет легитимная возможность находиться на территории Украины, соответственно, там, работать, жить. Вот. Президент Владимир Зеленский будет принимать решение сейчас по этому закону, что делать с категорией таких военнопленных. Сейчас оно готовится. Ну хорошо. Макс, я тебе говорила насчет вот этой программы за рубежом, потому что,
все равно ты стал популярным из-за интервью, мягко говоря. Мне даже одногруппники писали насчет тебя. Вот. И просто ты же понимаешь, что все равно многие украинцы не смогут воспринимать русскую, и тем более многие думают, что ты шпион всякий. И так далее. Нет, ну, как бы я понимаю, что есть определенные сложности. Ну, в принципе, сейчас такое отношение к русским достаточно. Вот. Особенно к тем, кто вот недавно выбрался. То есть Швеция, например, больше не принимает, опять же, граждан моей страны. Там, опять, ну, то есть, в принципе, сейчас мир как-то вот из-за действий, которые, конечно, происходят, относится как бы к русским вот с таким вот. Да, но в Украине это намного сильнее появляется. Да, я это понимаю. Еще мама спрашивает, может тебе какая-то помощь нужна, там лекарства, одежда, еще что-то такое. Ну, в принципе, только одежда и все. Теплое? Да. Хорошо. Вот. Зараз. Ой, сейчас. Я начала разговаривать. Можешь тогда сказать, какой размер у тебя? Ну, рост у меня 186 сейчас, скажем так, верх это 50. Погоди. Давай заново. Верх это 50. Угу. А вот что касается низа, я точно не скажу. Ну, вот. Ну, вот у меня рост примерно 186. Размер обуви сейчас скажу 43. Угу. Он потом отработает, деньги вернет. Обязательно. Хорошо. Мы ему ноутбук подгоним, он, если его освободят, он все отработает. Угу. Я еще периодически с Андреем разговариваю, который режиссер. Да, я понимаю. Понял. Вы матери хотите? Да. С матерью Ну, хотите поговорить? Он тоже видел интервью. Ну, я спросила, как он отреагировал. Он сказал, что рад за тебя, что ты принял хорошее решение, но он тоже не хочет увидеться все равно. Не, я понимаю, в принципе, что, ну, все это временно. Опять же, возможно и навсегда. Ну, если вот такое решение, ну, пусть оно таким и будет. Также Андрей сказал насчет Рэя. Ты помнишь? Я Да, просто... нет, конечно, помню, конечно. Да, но Рэй очень радикально к русским относится, вообще ко всем. Андрей, конечно, он, ну, наверное, как я, он не может просто начать ненавидеть всех русских, точнее, не может начать ненавидеть русских знакомых, нормальных. Вот. А Рэй, он всех ненавидит. Ну, это, в принципе, решение каждого человека. Ну, то есть, Да, я просто... переубеждать, как бы, я не собираюсь людей. То есть, Мгм. это их выбор осознанный. Я надеюсь. Не только родственники. Так, я включил запись. Ань, будем завершать, потому что он как бы в статусе пленный, у нас не безлимитная эта тема. Останавливал запись там, где вы разговаривали про личное, это никому не надо знать, чтобы не говорили там обрезки. У нас просто интервью без нарезки. То есть без монтажа. Мы ленивые, мы не умеем это делать. Поэтому Есть. Аня, лайк, подписка, репост. Слава Украине. Да, героям слава. Ну, все тогда, могу. Тыц. Кнопочку. Желаю тебе удачи. Был рад, еще раз скажу, что был рад с тобой опять услышаться. Пока. Пока. Да уж. Вы довольны? Ну, на самом деле, да. Ну, это хорошо. Витя, как выяснилось, Витя, да? Ваш человек, которому это не попало на запись, это было остановлено. Виталий. Виталик, да.
Я так понимаю, если он ответил, это значит, он еще не воюет. Я рад, то, что, ну, Я думаю, что после выхода, там тоже в комментариях насыпали, зачем вы вспомнили Виталика, а что в этом такого? Это показывает, да, возможно, к нему пришли ФСБшники и там начинают его качать. И что? Ну вот и что? Посадить его за что? Виталика. Что он нарушил? Ничего не нарушил. То, что он не сказал, что Максим уходит, но он не обязан этого сообщать. Такого не, или есть такое сообщение? нет, такого нет. Ну, это бред. Люди, вы если пишете что-то, то вы сразу аргументируете свою позицию, а не так, что фраза «теперь Виталика убьют». За что его убивать и кто его убьет и зачем убьют? Виталик порядочный человек, потому что он не слил своего друга, поэтому... Я даже могу сейчас сам пройдя. У него позиция такая категорическая, я не согласен, потому что он верит в биолаборатории, кто не смотрел предыдущее. Он тоже чуть-чуть промытый, но он порядочный, и это плюс. Если, опять же, если он увидит и это, то есть видео. Я, возможно, даже как некоторые, ну, сам лично считаю, что вызвал к нему некоторое недоверие, как бы, ну, человека на фронт или какую, ну, то есть он уже не станет, я уверен, явно причастен ко всем последующим, скажем так, моментам, то есть, ну, будет понятно, что его позиция, как бы... Ну, его позиция за Рашку. Он топит за Рашку. Ну, то есть у него уже будет, ну, некоторое недоверие, скажем так, и я надеюсь, что это поможет ему как бы хотя бы избежать отправки на фронт. Это раз. Это, кстати, правильная позиция. Куда же его сейчас отправлять на фронт, если он может сбежать, и ему за это ничего не будет? Ну и к тому же вот на своем примере уже как бы показал, что есть как бы и третья дорога, то есть не скрываться где-то, не голодать в лесах, не умирать где-нибудь под елью. А еще я придумал только что товарищи ФСБшники, там контрразведчики и все вот эти вот военные прокуратуры ваши, вы, может, у себя в части порядок наведите с дагестанцами, там, с тувийцами. Как правильно, кстати, тувинец или тувиец? Тувинец. Тувинец, с тувинцами, которые ходят с ножами по части и российских солдат обижают табуреткой по голове. Может, вы у себя в части наведите порядок, потому что Максим подрассказал нормально, и как бы, я думаю, командиру части должно прилететь в первую очередь, а потом уже, если до Виталика кто-то дойдет. Посадите лучше вот этих всех остальных, а не солдат сажать. Я боюсь, что после моего интервью, это, знаете, можно воспринимать как инструкцию, как в принципе исправить всю армию. И я боюсь, что... Не надо исправлять. До окончания войны, пока мы не взяли Москву, ничего не надо исправлять. Да, вот я об этом же. Потому что там различные республики могут нарисоваться. КНР, знаете? КНР, Курская Народная Республика. в первый раз услышал. Ну, вы свыкайтесь. То есть, возможно, разделение, опять же, России на республики. Я не знаю, наши военные этим занимаются. Как бы будет 150 республик. Будет интересно. Есть что-то добавить еще? Потому что я ехал, было мысли еще что-то поговорить, но, как всегда, сценарий я забыл. Просто я не знаю, что это значит. Ну, что еще могу добавить? Ну, конкретно вот хотелось бы, опять же, сказать про, опять же, вот этот путь, то есть, скажем так, для многих сейчас встает вопрос, опять же, бежать из страны. Уже никто никуда не бежит, уже никого не выпускают. Уже никого не выпускают. Ну, да, уже... Я слышал, что и в Беларуси мобилизация вроде бы произошла. Нет, нету. Сейчас на всех пунктах пропуска стоит военкоматы. Передвижные военкоматы. Если у тебя нет военного билета, до свидания. Тебе вручают повестку, до свидания. Ну, скажем так, вот. Сейчас, перед многими становится вопрос, как жить дальше. Что делать? Как бы общался я со многими срочниками, со многими, кто еще не служил. Многие такого, опять же, почему-то мнение, что если отправят, поеду. А что делать? Соответственно. Вариант не ехать. Инструкция к применению. Если получили повестку, за невыполнение повестки админка, за вторую повестку еще админка, это, по-моему, 3000 рублей.
еще 3000 рублей, а потом ответственность 2 года, по-моему, 2 или 3 года. Нет, а, по-моему, с 21-го как раз-таки произошли... Дезертирство. Не, вот по поводу именно повестки, там, по-моему, вот был закон 21-го принят, что сразу же там в первом чтении о том, что как бы, ну, мера пресечения, она ужесточается за то, что ты не явился по повестке. Тогда у вас 3 пути. Первый – поехать воевать 200-й. Второй – тюрьма в России. Третий – сдаться в плен. Программа «Хочу жить». Ну вот, как бы третий путь, сам проверил. Живой человек проверил. Вас уже настолько много сдается, что законодательно сейчас будет приниматься решение, что делать с категорией этих военнопленных. У меня все, в принципе. Это получилось такое лайтовое интервью. Есть что-то ко мне, какие-то вопросы, замечания? Яблоко я вам подогнал. Да, Два спасибо. штуки. Если Больше не было. Если сейчас, ну, подумать, конечно, появились бы вопросы. Сейчас вот просто тоже вот определенная линия повествования уже выстроилась. Какого повествования? Ну, как бы вот этого интервью, так скажем, уже определенно выстроилось. Сейчас уже как-то вот настроен так вот, скорее на вопросы. Скажем так, нет, добавить сейчас вот в данный момент нечего. Как в будущем уверен, если появятся какие-то мысли, ну, не постесняюсь, скажу, если вот опять же будет как бы возможность связаться с вами, если, ну, как-то дальше будет продвигаться. Понятно. Все, я тогда выключаю. Чуть.